Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим с вами уделить внимание тому, как вы можете привлечь доход, достаток и финансовое благополучие с помощью народных примет. Народные приметы на деньги всегда, вы знаете, были одними из самых популярных народных поверий. Конечно же, далеко не все чтут народные приметы по поводу того, как привлечь деньги или как правильно отдавать деньги. Но очень многие им следуют хотя бы потому, что это не так сложно и способно помогать людям. Народные приметы про деньги особенно тесно связаны с темой жилья, так как дом чуть ли не главный символ благополучия любого человека. Существуют советы и относительно того, что же нужно сделать дома, чтобы денег было много, и по поводу того, где их хранить. Итак, друзья, народные приметы для того, чтобы деньги водились в вашем доме. Запомните, банкноты крупного номинала притягивают еще большее богатство. Поэтому, согласно поверью, если у вас много мелких купюр, то стоит обменять их. Также тут есть и один психологический аспект. Крупные банкноты могут уберечь человека от импульсивных мелких трат, потому что их банально лень обменивать. Народные приметы к деньгам говорят о том, что деньги, заработанные без особого труда, не стоит тратить быстро. Объяснение такое: больше таких удачных для вас совпадений может и не случиться в вашей жизни. Отдельно оговариваются такие вопросы: какой рукой нужно брать деньги? Левой, какой рукой отдают деньги правой? И есть еще одно неукоснительное правило, о котором говорят все народные приметы. Деньги любят счет, поэтому не пренебрегайте мелкими деньгами, особенно монетками. Приметы для денег относятся и к другим домашним предметам. Так, советуем не оставлять на столе пустую тару и емкости, чтобы в вашей жизни не было периода нужды. Также не стоит сидеть и на столе. Держите обязательно ваш домашний веник в положении вверх метелкой. Зашейте дыры в одежде, прежде всего в карманах, потому что это явный признак и символ бедности. Никогда не бойтесь давать деньги на благотворительность, это может со временем хорошо окупиться. На растущую луну вы можете устраивать себе так называемый денежный фонтан. Стоя под лунным светом, вы осыпаете себя деньгами, которые есть у вас дома. Причем делаете это трижды, чтобы это привело к росту доходов. На вопрос, где же хранить деньги дома, приметы отвечают следующее. На кухонном столе под скатертью обязательно положите монетку. Она будет отвечать за вашу финансовую стабильность. Также несколько монет всегда должно быть и в холодильнике, и в других местах, где вы храните продукты. А после уборки можно всегда положить монетку орлом вверх под ковриком у входа. Мелкие купюры лучше хранить в стеклянной таре и не опустошать ее до полного наполнения. Другой вариант: вы можете использовать мешочки, так как раньше полагалось, что наличие множества так называемых заначек делает семью богатой. Что же касается более крупных сумм, то их не рекомендуется хранить в светлых местах. Другим важным аспектом денежных примет является поверье про долги. Как же брать и как же давать деньги в долг? Вопрос денег взаймы всегда был очень чувствительным и даже острым для людей. Неудивительно, что вокруг этого всего появилось достаточно много примет. Существует ряд ограничений по тому, когда нельзя давать деньги в долг. Первое, друзья, растущая луна. В этот период человеку лучше накапливать деньги, а не отдавать их. Далее нельзя давать деньги в долг поздним вечером или ночью. Согласно народной примете, тогда будет меньше шансов на их возврат.
Воскресенье. Этот день, запомните, предназначен для созидания и для накопления. Также лучше не давайте деньги тогда, когда ваше финансовое положение и без того шаткое. Это может нарушить остающийся финансовый баланс. В связи с предоставлением денег в долг часто спрашивают, почему нельзя давать деньги в руки. И народные приметы говорят нам о том, что нужно положить деньги на пол или на стол, для того, чтобы они не наполнялись плохой энергетикой, которая может возникнуть в отношениях кредитора и должника. Также есть и аналогичные советы по поводу того, когда лучше одалживать деньги. Они вам помогут узнать и то, как отдать долг, чтобы деньги водились всегда. Брать деньги не стоит у человека, с которым вы поссорились. Деньги будут наполнены отрицательной энергетикой. Брать деньги не стоит в полнолуние и во вторник. И об этом говорят многие народные приметы. Брать деньги перед Новым годом не стоит, потому что это по сути новый цикл, в который лучше входить без каких-либо обязательств. Что же касается того, кому отдавать долги, чтобы деньги водились, то правила здесь просты. Не делайте это в пятницу 13-го, так как это очень неподходящий день для финансовых действий. И, друзья, 29 февраля. У этого дня также не лучшая слава. И, друзья, хотим еще обратить внимание, еще несколько примет, общих дать вам правил во время долговых операций. Деньги лучше всегда складывать пополам, а не принимать или получать их в развернутом виде. Некоторые обращают внимание и на номинал купюр и предпочитают больше именно. Кроме того, следует возвращать или требовать возвращения денег банкнотами того же номинала. Самые подходящие дни, чтобы получать и отдавать долг, это среда и четверг. Впрочем, друзья, следует помнить, что вопрос долгов не ограничивается соблюдением народных примет. Всегда лучше знать своего должника или кредитора и, конечно же, всячески перестраховываться. Что же касается найденных денег, то найденные деньги почти всегда радуют людей, но последствия этого могут быть и негативными. И существует немало поверий на этот счет. Давайте о них более подробно и поговорим. В случае, если вы нашли деньги, то, пожалуйста, используйте определенные правила обращения с ними. Обнаруженные деньги поднимайте только своей рабочей рукой. Некоторые полагают, что на плече этой руки сидит оберегающий вас ангел-хранитель. Другой совет – по 3 раза плюньте на деньги с обеих сторон. И уже дома, принеся такую денежку домой, рекомендуется окропить их святой водой. Хранить лучше деньги такие отдельно.